Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, что же такое эти криптовалютные опционы и как их экспирация влияет на рынок. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. В пятницу 24 ноября произошла одна из крупнейших экспираций криптовалютных опционов на бирже Deribit на сумму более чем $6,5 миллиардов. Крупная экспирация вызвала краткосрочную волатильность, психологический эффект для некоторых трейдеров и вместе с тем указала на зрелость рынка. В комментарии для Bloomberg представители Deribit отметили, что к концу ноября открытый интерес на деривативные инструменты на платформе достиг показателя $14,9 миллиардов, что на 500 миллионов выше, чем в октябре 2021 года, когда цены на крипторынке достигали исторических максимумов. По мнению аналитиков издания, повышенный интерес к разного рода инвестиционным инструментам на биткоин вызван ожиданием участников рынка касательно скорого одобрения биржевых фондов ETF со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам США. Если вы не знаете, что это такое, то рекомендую посмотреть это видео. Но мы продолжаем. Инвесторы ожидают притока нового капитала, для которого криптовалютный рынок ранее был недоступен. В традиционном трейдинге под открытым интересом или же open interest понимается общее количество заявок на покупку, которые в данный момент имеются открытые на рынке. Ну а в торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Что же такое открытый интерес? Срочные опционы, в отличие от срочных фьючерсов, кроме даты экспирации, имеют еще тип опциона – pull или call и цену страйка. Покупка опциона является по сути страховкой от события. Покупка put опциона служит защитой актива от падения, либо защитой длинной позиции по фьючерсам. А покупка call опциона помогает не поддаваться эмоциям в случае роста цены, или же защищает короткую позицию. Помимо открытия длинной сделки, то есть long, по опционам можно открывать и короткую позицию, то есть short, или же играть на понижение. Этот момент зачастую вызывает затруднения с пониманием у начинающих трейдеров, так как на бирже Deribit пользователи торгуют только между собой, розничные и институциональные трейдеры находятся в одном общем пуле. Любой клиент биржи, имея минимальный необходимый депозит, может открывать как длинную, так и короткую позицию. У большинства частных брокеров, широко представленных на рынке в прошлом, торговля происходила не между клиентами, а по схеме клиент против брокера, а открывать по опционам короткие позиции было невозможно. Открытый интерес или же показатели открытого интереса – это соотношение put и call опционов, и другие метрики по криптовалютным опционам можно посмотреть на том же сайте биржи Deribit для биткоина BTC и для эфириума ETH. Распределение опционов для биткоина с экспирацией 24 ноября по типам: зеленый call, сиреневый put и страйком. Источник metricsderibit.com. На графике отмечены точки так называемых max pain или же максимальная боль, а именно цены, при которой максимальное количество всех опционов экспирируется вне денег. То есть все открытые позиции по опционам обесцениваются. При таком сценарии на сделке зарабатывает продавец. Для биткоина она находится на отметке 33 тысячи, а для эфириума на 1700. Так называемые европейские опционы нельзя исполнить раньше экспирации, но можно закрыть позицию, если продать купленный, либо же купить проданный опцион. Таким образом, не обязательно держать прибыльную или убыточную позицию до экспирации, а можно получить деньги или ограничить потери в нужный момент. Тем не менее, перед экспирацией все равно наблюдается значительное число активных позиций. И это связано с тем, что опционы перестали быть исключительно спекулятивным инструментом и все чаще являются одним из компонентов сложных торговых позиций, в которых комбинируются разные даты экспирации типа актива, типа опционов и фьючерсы в том числе. Например, крупная лонг-позиция по call опциону на цену $100 000
тысяч долларов по биткоину может быть использована не только в случае, если биткоин действительно будет торговаться по 100 тысяч долларов, а она может также быть страхующей, либо составляющей частью более крупной сделки, которая включает в себя фьючерсы или даже спотовые сделки. А теперь вопрос, как же эта экспирация влияет на весь крипторынок? Наиболее важный аспект экспирации заключается в ее размере. Рост торгового объема является признаком зрелости рынка. И тот факт, что объем торгов и экспираций растет из года в год, говорит о том, что все больше и больше трейдеров приходит на рынок, и в частности в такие деривативы, как европейские опционы. Влияние метрик также может иметь психологический эффект. Deribit — это не единственная опционная криптобиржа, и активность на других площадках даже при их меньших размерах также влияет на сообщество трейдеров. Не на всех биржах можно открывать шорт-позиции по опционам, что вместе с исторической информацией о традиционных брокеров может влиять на принятие решения трейдеров. И это иногда порождает теории о манипуляции со стороны маркетмейкеров и торговых площадок. Также увеличение открытого интереса со временем может служить косвенным признаком долгосрочной стратегии трейдеров и переноса позиции с одной крупной экспирации на другую. В таком случае экспирация будет связана с закрытием старых позиций и набором новых, что повлияет на волатильность за счет большого объема покупок и продаж. Трейдеры, которые обладают значительным капиталом, стараются растянуть этот процесс на несколько часов, а иногда и на несколько дней. А теперь интересно узнать, напишите в комментариях, если вы когда-либо открывали опционы по биткоину или по эфириуму. На этой ноте наше видео подходит к концу, надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать в следующих выпусках. Таким образом, мы с вами будем делать контент вместе. Ну и перед тем, как попрощаться, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить криптовалюту, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.